Привет, Настя. Илюх, здорово. Каждый второй комментарий под видосами, где я хоть что-нибудь рассказываю про недвижимость, про то, что ой, да Мерсин, ой, да квартиры в Турции, да выше сотки нигде, что мы покупаем квартиры за 30, за 40 тысяч. Скажи, это правда? Вообще есть что-нибудь такое? Ну, смотри, Илья, если честно, эта проблема, знаешь, уже давно. Вот сам понимаешь, у нас есть и YouTube, и Instagram, и все, и везде все пишут. И люди, которые даже пишут на WhatsApp ко мне. Ладно, хорошо, я все понимаю, когда пишут, например, там в Инстаграме, там в Ютубе, да, свои комментарии. Бывают и такие люди, которые мне пишут на WhatsApp, говорят: Анастасия, здравствуйте, а что у вас такие квартиры дорогие? Вот вы знаете, 2 года тому назад там моя соседка, там Светка, купила у вас в Мерсине по 28 тысяч. Ну и что мне тоже им сказать? Как бы скажешь грубо, не поймут, скажут, какая-то грубиянка. Не, ну, Ответишь нормально. 2 да, года назад, извините, да. 2 года тому назад и в Анталии квартиры стоили 45-50 тысяч. Точно. Сегодня сколько квартиры стоят? 130, 140 да. и выше. У нас то же самое, 29-30 тысяч. Вот наш комплекс, вот тут продали все, одни русаки, вот прям полностью продали рядом с нашим, тоже 26, 27, 29 покупали. Так извините, и хлеб тогда стоил сколько? 1,5 лиры. А сегодня сколько? 4,5-5 лир. Зарплата была 2500 лир, а сегодня зарплата минимальная. Сколько сказать? 8500 лир. А пенсионерам 5500 сделали. Вот. Окей, скажи, есть ли, там пусть ладно, они же говорят, что кто-то что-то покупает в среднее, давай даже не среднее, начинаются квартиры в стройке от 65. Это что-то, может быть, можно найти или уже больше? А то ты смотришь, ну да, как-то... от 65 что-то еще можно найти. Но это будет, конечно же, там зимний этаж, 1+1, цокольный, да, или же это будет первый этаж, там где-то он будет спрятан непонятно куда, на какую помойку это смотреть. 1+1. Да, это Окей. 1+1. Вот эти вот мифические там 30 тысяч, 40 тысяч, там 5+1 существуют или нет? 30 тысяч, 40 тысяч, 3+1 у нас есть одна. Но она не в моем портфолио, просто да, она есть, она существует, и я могу даже тебе ее показать. Сейчас мы ее поедем смотреть. Да, мы можем прямо сейчас, я позвоню туда, попрошу рандеву, и они нам покажут. Ну, я не знаю, я сомневаюсь, просто как бы она к нам пришла, и я ее вот держу, она там висит и висит у нас. Так что, если хочешь, поехали, покажу, что можно купить за 40 тысяч долларов. Это, по-моему, 750 тысяч лир, 700 да. Где-то плюс-минус. Что можно купить и в каком районе? Поехали? Погнали. Да, но сразу говорю, я никому ее не продаю, потому что сейчас мне начнут писать, говорить, что ой, что вы нам помойки какие-то показываете и так далее. Не продаю. Просто показываю, что могут купить клиенты. Не забываем подписываться на наш канал, ставить колокольчик и лайк. Поехали? Ну что, все, вот, заходим в квартиру. Квартира планировки 3+1 в центре города. Квартира реально огромная, честно. Вот, да, тут нужен такой небольшой, даже хороший косметический ремонт. Кухня отдельно, как мы все любим. Вот, смотрите, какая здесь большая кухня. Есть, конечно, свои минусы, но нужно понимать, цена этой квартиры. Вам ее никто не продает, ну, можете посмотреть. Дальше пошлите. Здесь у нас получается спальня. Спальня, ну как мы все любим, хорошая большая спальня. Имеется балкон. Пожалуйста. Бойрон. Вид у нас с балкона вот такой. Конечно, этот район старый, он полностью застроен. Мы должны все понимать. Смотрите, какой вид. В принципе, ну прям не все так плохо. Если мы посмотрим прямо, там похуже. Вон там, где домик стоит между домами. С этой стороны у нас, вот, как вы видите, балконы очень близко расположены. Тут живут соседи. Здесь у нас выход идет на зал. Ну и как видите, все равно пространства очень мало. Что говорить? Ну, говорить много не буду, сами смотрите и на... О, плюс нашла, смотри, вид на море. В конце тоннеля. Пойдемте дальше.
Здесь у нас вот такой вот большой зал. И также хотела бы обратить ваше внимание, что решетки стоят на окнах не от того, что здесь есть воры, а просто потому, что здесь есть вот такие маленькие тараканы, которые могут выпрыгнуть туда. Поэтому и в Мерсине ставят даже на высоких этажах решетки. Вот, обратите внимание. Итак, сейчас мы находимся в прихожей. Как вы видите, прихожая широкая, длинная. Ну, как мне сказали, можно здесь даже играть в футбол. Здесь у нас находится санузел, но они его используют просто как киляр. Обувь там хранят, как подсобку. Здесь у нас спальня родительская. Так, с краюшку снимем. О, кстати, антресоль, смотри, как у нас были раньше в советские времена. Тут тоже даже такое было, оказывается. Здесь у нас санузел. В принципе, все не критично, все очень даже хорошо. За такие деньги. И здесь у нас последняя спальня, она у нас детская. На ней даже имеется балкон. Вот хорошая просторная спальня. Это, в принципе, все, о чем мечтают наши покупатели. Иметь большую спальню. Да, немного захламлена, но тут уже, как говорится, на любителя. А что у нас тут за окном? А за окном у нас балкон с видом на дом. Да, на наших прекрасных соседей. Здесь, получается, площадка небольшая, на площадке 2 квартиры. Ну, в принципе, относительно все очень чисто и хорошо. Поехали. Покажем прелести маленьких лифтов. Смотрите. Входная зона вообще такая приличная, все очень хорошо. Здесь он мрамор, здесь мрамор, все в мраморе. Мы прекрасно живем. Замок имеется, который, в принципе, работает, чтобы вы понимали. Ой, сюда. Ну и здесь вот получается как на улице. Парковочных мест, конечно же, нету, потому что в таких комплексах практически не бывает. Все паркуются вот здесь перед домом. Как-то так. Итак, дорогие мои друзья, мы посмотрели квартиру. Квартира, в принципе, да, неплохая. За такие деньги туда еще вложить максимум 10-15 тысяч долларов, она будет просто конфетка. Но вы сейчас подумаете, в принципе, да, я могу ее купить, кадастровую стоимость мне натянут и так далее. Но, к сожалению, тут вам никто ничего не натянет, потому что здесь закрытый район. Это Ак-Денис. Плюсы здесь есть. Очень много магазинов, много движения. Кто любит движуху, вам здесь жить. Но, к сожалению, район закрыт и не сможем получить вид на жительство. Но если вид на жительство вас не интересует, пожалуйста, и вы любите такой немного экстрим, добро пожаловать. Мы вас с радостью ждем. Итак, дорогие мои подписчики, посмотрели мы квартиру, которая стоит максимум 40 тысяч долларов. В принципе, квартира для своей стоимости неплохая. Район, да, это очень оживленный, немного старый, если мягко говоря, но, в принципе, хороший. Для людей, которым нравится вот эта движа, туса-муса и так далее, добро пожаловать. Мы вас с радостью будем ждать здесь, с радостью вам найдем здесь квартиру вашей мечты, которая вас всегда будет ждать. Я в этом уверена. Так что всем большое спасибо за просмотр. С вами была Анастасия, агентство недвижимости VL Homes. А теперь пока-пока. Görüşürüz.